Нападение на павильон падающей звезды началось. Трое сильных мнимых святых атакуют. Сяо Янь в это время находится в уединении и готов прорваться к уровню святого. Нас ожидают интересные события. Это анонс 172 серии, где Сяо Янь наконец достиг этого легендарного уровня. Святой Доушен. У него появится новый облик, более величественный, что соответствует новой силе. Хотя его не показали вблизи, а лишь издали. Но и этого достаточно, чтобы понять. Сяо Янь теперь вступил на совершенно новый уровень. Его море пламени поражает. Итак, как мы говорили в предыдущем видео, Яо Лао сражался против двух мнимых святых, Гую и Тяньмина. Он потерпел поражение, как и Цайлинь с остальными девушками. И когда уже казалось, что судьба павильона падающей звезды будет весьма мрачной, из уединения выходит Сяо Янь. Но он стал не мнимым святым, а истинным святым, перепрыгнув этот шаг. Он не Баншен, а Доушен. Одно простое слово, но колоссальная разница в силе. Сяо Янь сразу же подлетел к учителю. Он нежно поднял тяжело раненого Яо Лао, после чего Сяо Янь положил его тело на каменную платформу. Он посмотрел вверх, и несколько старейшин павильона падающей звезды поспешили позаботиться о Яо Лао. Яо Лао вытер следы крови из уголков рта и сообщил Сяо Яню, что Цайлинь и другие девушки тоже серьезно ранены. Сяо Янь как бы схватился за пустое пространство и потянул. Три фигуры тут же подлетели к нему и появились рядом. Обладая силой святого, Сяо Янь по-иному ощущал пространство. Его контроль был потрясающим. Сяо Янь увидел кровь на телах Цайлинь, Сяо Исянь и Цинлинь, после чего он сосредоточился именно на королеве Медузе. Ее лицо было бледным, кровь пропитала ее одежду. Не произнося ни слова, Сяо Янь вынул бутылку с пилюлями и передал им. Сяо Исянь, что еще была в сознании, сообщила: это было сделано третьим Тянзуном, начального уровня мнимого святого. Сяо Янь взглянул на Сяо Исянь и улыбнулся. Однако эта улыбка была свирепой и зловещей. Девушки не могли опознать силу Сяо Яня, но знали, что его ждали три мнимых святых. В этот момент Яо Лао был серьезно ранен и не смог вступить в бой. Сяо Янь тепло велел им отдыхать и больше ни о чем не беспокоиться. После чего он посмотрел на старейшин павильона падающей звезды, среди которых было немало незнакомых лиц. Он велел им позаботиться о Яо Лао и девушках. Те сразу же преклонились перед Сяо Янем. Отдав некоторые инструкции, Сяо Янь наконец занялся Гую, старым монстром Тяньмином и третьим Тянзуном Зала Душ. Они втроем уже собрались в одном месте и осторожно изучали Сяо Яня. Они уже поняли, что Сяо Янь – святой Доушен. С их чувствами они естественно смогли ощутить нынешнюю силу Сяо Яня. Святой одной звезды. В их головах начался какой-то шторм эмоций от мысли, что Сяо Янь перепрыгнул через уровень мнимого святого и за 2 коротких года достиг уровня святого одной звезды. Сяо Янь произнес: «Звездное царство. Неплохое место для проведения ваших похорон». Сяо Янь был готов мстить за учителя и Цайлинь, что существенно пострадали. Его тело вспыхнуло, и он оказался рядом с 3 вражескими мнимыми святыми. Гую, испугавшись, тут же пригрозил, что призовет кого-то из клана Хунь посильнее, но его сердце сильно дрожало. Святой считался вершиной в клане Хунь. Кроме личного слова главы, они игнорировали кого-либо еще. Гую на самом деле не мог просто позвать кого захочет. Сяо Янь тут же взмахнул рукавом и запечатал пространство в пределах Звездного Царства. Теперь никто не мог воспользоваться пространственным нефритом. Гую стал еще бледнее, ведь понял, что он сам в конечном итоге виноват в том, что Сяо Янь запер окружающее пространство. Гую тут же обратился к Тяньмину и третьему Тянзуну. «Что вы смотрите? Думаете, он отпустит нас?» Хотя он стал святым одной звезды, его основа еще не стабилизировалась. Если мы объединим усилия, у нас будет шанс. В то же время Тяньмин сильно разозлился. Если бы Гую не заверил его, что у него все под контролем и никто не помешает, он бы не решился напасть на павильон падающей звезды. В конце концов, обещание Зала Душ перетекло в эту ситуацию, что перед ними стоял святой Сяо Янь. В итоге все втроем они решили объединить силы против Сяо Яня. Но был ли у них шанс? 2 полусвятых высокого уровня и 1 начального против однозвездочного святого. То, что произошло далее, отвечает на этот вопрос.
Тяньмин, Гую и третий Тяньцзун начали циркулировать свою доуци. Сяо Янь наблюдал, как все трое начали применять свои сильнейшие техники. Кровавая ладонь бездонного неба, небесный замок 10 тысяч душ. Аура Гую дико взлетела вместе с двумя другими мнимыми святыми. Три порыва, содержавшие в себе чрезвычайно сильный энергетический всплеск, мгновенно прорубили пустое пространство. Они, как три яростных дракона, дико полетели на Сяо Янь. Сяо Янь медленно поднял руку. «Сегодня я принесу жертвы в виде вас троих». После его голоса 4 вида пламени вдруг вырвались из его рук и превратились в большое странное кольцо. От него излучалось своего рода чувство реинкарнации. Кольцо сформировалось на ладони Сяо Яня. Впоследствии оно упало вниз и столкнулось с атаками в полную силу группы Гую. Эта техника именуется реинкарнацией гневного Будды. Произошло столкновение, будто столкнулись метеориты. 3 энергетические атаки мнимых святых будто растаяли. С другой стороны, эта огромная каменная платформа в виде кольца продолжала парить. Шок вспыхнул в глазах группы Гую. Что это за навык доуци? Объединившись втроем, они не могли победить Сяо Яня, святого одной звезды. Но они должны были сделать хоть что-нибудь. Это пламенное кольцо было слишком страшным. Сяо Янь использовал небесное пламя для создания нового навыка доуци. Подумать только. И действительно, эксперт, достигший уровня святого, мог создавать собственные техники и навыки. Яо Лао также удивился, наблюдая за этим. Гую уже был в таком страхе, что крикнул: «Этот Сяо Янь слишком силен! Уходим!» Гую быстро развернулся, его тело обратилось в луч света, который поспешил к выходу из Звездного Царства. Старый монстр Тяньмин и третий Тяньцзун Заладуш тут же последовали за ним. Эксперты из Альянса Духовной Реки упали духом, увидев, как трое их лидеров разворачиваются и убегают. Они поспешили за ними в попытке сбежать из Звездного Царства. Вращение. Пламенное кольцо Сяо Яня слилось с пространством и догнало Гую. Некоторые несчастные из Альянса Духовной Реки втянулись в этот столб пламени. Они с потрясением наблюдали, как их тела начинали быстро распадаться. Жалкие крики разнеслись по всему Звездному Царству. Гую и 2 других мнимых святых окружили свои тела своей чудовищной доуци. Их глаза наполнились шоком и яростью. Их доуци позволяла им едва сопротивляться этому свету. «Быстрее! Убегайте от этого пламенного столба!» Тяньмин громко крикнул. В его голосе слышался ужас. Он впервые за столько лет ощутил вкус смерти. Почувствовав, что их доуци быстро распадается, Гую и третий Тяньцзун высвободили свою скорость до предела и поспешно захотели вырваться из этого столба пламени. «Думаете, сбежать?» Увидев попытку на побег, Сяо Янь покачал головой. Его рука сжалась, и само пространство мгновенно затвердело, как жесткая тюрьма. Группа Гую безумно атаковала затвердевшее пространство, но ничего не могла поделать, в то время как столб света продолжал разрушать доуци в их телах. Все в Звездном Царстве наблюдали, как эксперты из Альянса Духовной Реки были схвачены Сяо Янем. В течение коротких 3 минут все, кроме Гую и 2 других мнимых святых, распались в ничто. Даже их души были уничтожены тем светом. Старый монстр Тяньмин взмолился о пощаде. «Сяо Янь, отпусти меня, и фракция Бездонного Неба будет подчиняться павильону Падающей Звезды». Но Сяо Янь равнодушно ответил: «В этом нет необходимости. Фракция Бездонного Неба перестанет существовать. Я уже сказал, что Звездное Царство станет неплохим местом для похорон». Но Тяньмин не сдавался, его глаза покраснели, а тело начало быстро набухать. Этот псих пытался самоуничтожиться. Спустя секунду его тело яростно взорвалось, как бочка взрывчатки. Эта энергетическая буря разрушила затвердевшее пространство вокруг. Душа Тяньмина незаметно вылетела и пыталась внедриться в тело ученика павильона Падающей Звезды. Но Сяо Янь заметил: этот трюк бесполезен против меня. Когда тот уже собирался проникнуть в тело ученика, Сяо Янь вмешался. Жалкий визг исчез, и все поняли, что мнимый святой высокого уровня Тяньмин окончательно погиб. Это первый мнимый святой, убитый Сяо Янь. Гую и третий Тяньцзун, испугавшись еще больше, пытались сбежать. Но Сяо Янь появился перед ними, выставив 2 кулака. Дикое выражение возникло в глазах Гую, когда он наблюдал приближающийся кулак.
Он вдруг схватил третьего Тяньзуна и толкнул его вперед. Используя его тело как опору, он отскочил. Кулак Сяояня ударил по телу третьего Тяньзуна. Тело третьего Тяньзуна при контакте покрылось ярко-красным цветом. Чрезвычайно пугающий жар распространился по его телу, из всех его отверстий брызнуло пламя. Тело третьего Тяньзуна быстро превратилось в прах из-за этой высокой температуры. Гую ощутил подступающий холод с головы до ног, увидев, насколько ужасающим был удар Сяояня. Спокойное лицо Сяояня выглядело еще более ужасающим. Гую ощутил ужасное сожаление в его сердце. «Если бы я знал, что этот день настанет, я бы еще тогда попросил кого-нибудь отправиться сюда и убить тебя». Что ж, Сяоянь, расправившись с Тяньмином и третьим Тяньзуном, мнимыми святыми, продолжал спокойно смотреть на Гую. Он был следующим в очереди. Сяоянь протянул руку. Гую почувствовал, как все его тело замерло. Но как только Сяоянь уже собирался коснуться тела Гую, пространство рядом сильно исказилось. Богоподобная черная рука вытянулась из искаженного пространства. Да, на помощь Гую все же пришли. Святой из зала душ, он наконец решил раскрыть себя. Взору Сяояня пристала черная рука. Что же будет дальше? Этот святой уже будет равноценным противником Сяояня. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новая сила Сяояня и его месть врагам, мнимым святым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.